Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, создание человека. В данной структуре учения я прежде всего рассматриваю то, что человек живет в мире, который изначально создан Богом как структура существования, жизнепроявления человека. Поэтому, когда мы говорим о создании человека, то мы должны рассмотреть, что Бог создал внешнюю реальность для того, чтобы человек мог функционировать все-таки бесконечно. В понятие функционирования входит реальная жизнь души, реальное управление человеком от души, причем управление в том числе и всем внешним миром. Поэтому в данном случае, в данной технологии, именно прикладным аспектом управления является то, что мы должны рассмотреть, как Бог создал любой внешний элемент мира таким, чтобы этот элемент был управляем со стороны человека. А уже когда элемент управляем, ясно, что человеку можно жить вечно. Следовательно, в данной структуре следует выделить прежде всего то, что Бог создал в каждом элементе мира некий элемент содействия Богу. То есть это не прямое понимание управления как таковое, например, управление по только воле одного человека, а это есть то, что каждый элемент мира содействует также Богу, как и содействует Богу человек. В связи с этим вполне здесь понятно, что выделение структуры управления – это есть прежде всего рассмотрение того, как внешний элемент мира по отношению к человеку внешний, то есть внешний по отношению к сознанию человека. Потому что даже собственные, например, переживания человек, естественно, может воспринимать как внешнюю реальность. И поэтому, когда мы рассматриваем элемент такого управления, то структура содействия – это есть всепроявленная душа Бога, проявленная как в каком-то внешнем предмете, да, внешней информации, так и в самом человеке. И вот эта система проявления – это есть первый элемент создания самого человека, в том числе самим собой. То есть человек также создает себя сам. И когда мы рассматриваем данную структуру, то есть как человек себя создает сам тогда, получается, что он создает, когда он активен с точки зрения своего сознания, сознания данного Богом изначально. И вот здесь мы как раз видим, что есть сознание, изначально данное Богом, следовательно, мы можем, например, в своем сознании или во фракции своего сознания, именно той фракции, которая занимается, например, макроуправлением, выделить ту структуру сознания, где есть Бог, где Бог изначально дал. Тогда вопрос в том, как человек это сознание, например, взял, да? Потому что ведь родившись, он уже обладает определенным как бы унифицированным сознанием. Так вот, унификация, именно распространение своего сознания в сторону вечного развития, это и есть, по сути, Богом данное с точки зрения вечности. Ведь Бог вечен, следовательно, Его рука – это и есть рука вечности. Логически это понятно. Когда мы такую конструкцию рассматриваем в рамках именно своего сознания, то ясно, что создание человека Богом – это есть процесс обоюдный, прежде всего процесс, связанный между Богом и человеком неким внешним миром. То есть человек может видеть в мире свои собственные задачи или их реализовывать. Получается, что здесь реализация задач – это есть прежде всего структура, в общем-то, обожествления своего бесконечного уровня развития. То есть, когда человек реализовывает сознательно свои задачи, он делает, в общем-то, так, как Бог ему показывает изначально при рождении. И здесь получается, что мы можем выделить как бы несколько фрагментов, несколько законодательных уровней по созданию человека Богом. При этом, рассматривая данные уровни, можно восстанавливать свой организм или можно заниматься управлением событиями, причем так, чтобы не было, например, глобальных катастроф. В данном случае первый фрагмент управления заключается в том, что на законодательном уровне по существу устройства мира ясно, что для Бога создание человека – это есть процесс, прежде всего, исходящий от меньшего размера, как бы от меньшего уровня, потому что человек в макросреде
физически, имеется в виду физическое создание человека, это есть создание, прежде всего, человека с небольшого размера. То есть в данном случае мы видим, что по биологическому принципу это, конечно, похоже на то, что, например, когда человек находится в состоянии развивающемся от зачатия и далее, он, понятно, что развивается с небольшого размера. Но здесь я бы хотел рассмотреть именно фундаментальный смысл Божьего помысла, то есть каким образом Бог дает человеку понять, что хотя он, например, в макровселенной, да, в общем-то в массовом эквиваленте небольшой по размеру, но он есть уровень, который управляет в том числе всем миром, исходя из своего, например, чувственного уровня. Ибо в чувствах к Богу, в чувствах, например, любви к Богу, он есть весь мир одновременно. Ведь любовь — это есть одна константа от человека к Богу и, например, от Бога к человеку. Тогда получается, что мы имеем макроуровень, то есть всю Вселенную, все проявленность мира именно в том, что человек реализовывает практически свою систему управления в Божьих помыслах именно на макроуровне спасения. В общем-то, по логике это есть макролюбовь. И когда мы видим управляющее действие, например, там, лично человека в данном действии, то получается, что все, что он воспринимает как макро, это, ну, как бы обратное действие, да, к его изначально небольшому. Я не говорю, что это микроуровень, это именно небольшой по размеру уровень, ибо внешний мир, он огромен по отношению к человеку. Следовательно, первое правило создания человека, значит, небольшой по размеру человек, но управляет всем миром. Но это и есть сущность внутренней организации физического тела Бога, единого Бога. Получается, что мы имеем структуру создания по аналогии. Если мы, например, хотим, ну, чтобы человек достиг реальности своим умом, разумом или духовным развитием в плане именно управления данной реальностью или отдаленной даже реальностью, то прежде всего необходимо рассмотреть процесс действия человека по расширению своих возможностей в макроуровень. Бог, находящийся, например, в физическом теле в одном месте, всепроявлен и достигает всего сразу. По аналогии с этим получается, что переход в макроуровень, то есть придание неразрывности среде, то есть небольшой человек придает к себе макрохарактеристики. Тогда мы получаем, что фактически данное придание неразрывных свойств мира, что есть исходящее от Бога, это и есть реальная система роста человека. То есть я бы хотел здесь рассмотреть механизм роста человека после того, как он в изначальном виде, в небольшом, физически в небольшом, был, например, создан. И получается, что механизмом роста является именно богоявленная фактически любовь. То есть человек, любящий, имеющий бесконечный уровень взаимодействия с миром, он есть создание Божие, и он развивается посредством роста как бы во внешний бесконечный мир. Что есть развитие физического тела человека? Это есть физическое расширение в сторону именно макромира, из микроуровня. Ну, то есть если мы подходим к этому процессу, например, не в плане просто биологического роста, потому что человек питается и растет, а именно необходимость роста человека с точки зрения Бога. То есть человек должен своим телом познать внешний мир. Для этого он должен увеличиться, например, к уровню человека взрослого, к такому же размеру. Тогда получается, что мы вполне можем проследить взаимодействие человека, изначально созданного Богом, с человеком, который, например, вырос и, в общем-то, как бы вычислит механизм развития человека с точки зрения Бога. То есть как Бог создает человека как бы в непрерывном аспекте времени, то есть причинно-следственно. Отсюда мы можем прийти к тому, почему необходимо то или иное событие для человека в каком-то времени. И здесь вполне понятно, что если мы, например, рассматриваем событие достаточно удаленное по времени, то здесь мы имеем дело больше именно с уровнем взаимодействия человека с большим количеством как бы информации фиксированной. Если мы хотим говорить о будущем, то здесь больше имеет значение задача уже роста души человека и, в общем-то, развития или структурирования души человека в будущий процесс.
А ведь будущий процесс с точки зрения как бы объемных масс – это есть формирование всей реальности, но проявленное в конкретной точке. То есть в оптике или в оптических величинах ведь достаточно просто. Любое будущее событие – это есть проекция, например, да, всех вместе взятых каких-то произошедших событий. Получается, что если мы берем массив прошлых событий и как бы фокусируем в точку будущих событий, то получаем, что взаимодействуя с прошлым, человек может формировать себе события. Но естественно, что Бог, дающий будущее, Бог, дающий как бы исключительную часть будущего, то есть ту часть будущего, где только есть Бог, вот можно выделить в своем сознании, в своем духовном восприятии такую структуру управления, такую структуру реальности. Здесь видно, что развитие – это есть, в общем-то, содействие или даже содружество в плане решения задач, то есть содружество с Богом. А дружить с Богом можно, если человек к нему нормально настроен, если он любит Бога, если он дает возможность решения своей собственной задачи и при этом решает ее сам, так как если бы Бог только указывал, то есть он учится. И, следовательно, рост человека – это есть его обучение, идущее опять же к Богу. То есть саморазвитие Бога – это есть рост человека. Когда мы так рассматриваем процесс, мы видим, что процесс, например, взаимодействия Бога и человека в плане реализации события, это есть процесс, где рост человека, например, мы рассматриваем рост человека как исходящий из уровня, предположим, идущим от души. Если мы, например, смотрим данный уровень как уровень всепроникающий, то вполне видно, что рост человека, идущий от души, это есть рост, в общем-то, идущий к душе Бога. То есть, опять же, мы рассматриваем рост, идущий, например, к человеку, как проявление Духа Бога в виде пространства внешних событий. Получается, что одухотворенность внешнего пространства – это есть и задача, в общем-то, управления всем внешним и внутренним пространством человека. Когда мы рассматриваем этот процесс в применении, например, к себе, то вполне ясно можно видеть, что для того, чтобы, например, восстановить свое здоровье, необходимо рассмотреть законы, значит, развития фактически человека с точки зрения Бога, то есть именно там, где есть причинно-следственная среда управления. Я здесь специально говорю именно о причинно-следственной среде управления, потому что есть позиция, что для Бога уровень человека, он всегда, в общем-то, равный. То есть для Бога создать человека в любой момент времени или изначально его создать, а потом, предположим, дискретно, как бы одновременно созданием всего мира создавать, это процесс, в общем-то, унифицированный. Поэтому я, прежде всего, здесь рассматриваю человеческое понятие по отношению к Богу, то есть как Бог воспринимает именно человеческий уровень роста, как если бы человек смотрел с точки зрения Бога. И получается, что для человека нужна именно непрерывность. И я хочу показать, что духовные характеристики непрерывного роста – это есть то, что движет человеком по отношению именно к бесконечному, то есть божественному, предположим, во всей Вселенной. Если мы рассматриваем всю внешнюю бесконечность как, как бы определенную систему информации, то для того, чтобы восстановить физическое тело, вот, например, сейчас можно реально сделать процесс восстановления физического тела или там нормировать события, если мы рассмотрим во внешнем пространстве событий, во всем внешнем мире рассмотрим то, что есть от Бога. А для этого мы, в общем-то, должны рассмотреть процесс следующим образом, что ведь, чтобы рассмотреть, что есть от Бога, мы должны видеть свою цель, идущую от Бога. То есть, когда мы видим цель свою, мы можем распознать внешний сигнал, идущий от Бога. Тогда вся внешняя Вселенная, весь внешний мир действует на человека восстанавливающе. То есть человек при этом получает больше здоровья или просто становится здоровым и может нормировать свои события. Получается, что для этого нужно увидеть все-таки, каким образом Бог создает человека, чтобы видеть линию его создания по отношению, например, к будущим событиям. То есть если видно, как Бог, например, создает физическое тело человека или как формирует его дух, то ясно, что здесь сразу будет видно, каким образом поставлены задачи перед духовным развитием человека.
То есть в данном случае речь идет о том, что вы должны определить свой как бы внутренний статус по отношению к себе. То есть внешний, в общем-то, логический статус, а есть внутренний, где есть определенная, в общем-то, точка опоры у каждого человека в действии. То есть это не фиксированная точка опоры, это есть божественная точка опоры, ибо фиксированная точка – это есть конкретные действия, обусловленные, например, в логике восприятия, или конкретные задачи, которые решаются или решенные. А с точки зрения Бога задачи вечного развития, в общем-то, развития, они таковы, что вы должны иметь подвижную точку опоры именно на божественном действии. То есть то, что, в общем-то, изначально не определено. И когда вы начинаете ее находить, вообще говоря, замечать, фиксировать в каком-то управляющем действии, то вы видите, что эта точка опоры, она абсолютно эффективна в плане именно совершения отдаленного действия, там, где Бог формирует будущее. И это будущее, оно становится устойчивым, если вы туда вносите концепцию, например, макроспасения, то есть макрозадачи по отношению к своей личности. Эти задачи, конечно, возникают в разное время по разным причинам. Например, в текущее время это необходимость предотвратить возможную глобальную катастрофу или там, спасти реактор от взрыва. И при этом, когда вы, например, совершаете работу сейчас в зале по управлению, то понимание аспекта доступа, как я сказал, рост человека – это есть и бесконечный доступ с точки зрения Бога, это есть прямое управление в реальном времени. То есть ваше нормальное состояние – это есть то, что, например, там, самолет не взорвется, переносящий какое-то опасное оружие, или там АЭС не взорвется, или, например, в плотине не будет протечки. Да? Когда мы рассматриваем структуру управления, идущую от вас, от вашего нормального как бы, физиологического состояния, то мы приходим к тому, что в понятие физиологического состояния может входить и понятие духовного роста, духовного действия, то есть дух, содержащий тело, например, да, с точки зрения Божьего познания. И здесь мы видим, что форма человека – это есть уровень, нормирующий практически любую реальность, в том числе и реальность, идущую к Богу. То есть если мы хотим задаться вопросом, как вообще можно помочь Богу в реализации его, например, там, макрозадач, то получается, что достаточно сохранять свою форму, то есть быть вечной. И когда личность определяет себе такие задачи, то вполне ясно, что человек может содержать свою форму как бы в постоянном уровне уже выросшего человека, то есть именно взрослого человека, для того, чтобы формы свои нормировать не только, например, предположим, окружающих людей или там выводить на нормирование событий, но мы здесь вполне видим, что норма физического тела человека – это есть божественный умысел и замысел, да, одновременно умысел от слова внедрение ума, то есть передача ума человеку по данному свойству действия. Когда мы видим такой принцип управления, то вполне уже осознаем, что Бог вполне разумно, то есть с точки зрения человека в понятии разума, то есть сознательно, не просто вот как бы дал информацию, и человек как хочет, пусть так и разбирается, да, с данной информацией, он давал данную информацию вечности, изначально закладывая в первичное рождение человека, зная, что человек эту информацию понимает. И когда мы видим это, что Бог давал, зная, что люди понимают, то мы понимаем тогда Бога. Мы понимаем, что Бог знает о возможностях осознать человеком практически всю реальность и, следовательно, контролировать реальность, да, в плане именно созидательного развития. То есть здесь я перешел уже к тому, что знание человека, идущие от формы, это есть возможность контроля, и изначально знания существовали для человека. Вопрос в том, где данные знания, например, находятся конкретно для вас или конкретно для какой-то ситуации. Так вот, знания для ситуации могут находиться в ситуации. Предположим, в свое время, когда приходилось много решать какие-то задачи математические, я ответ видел сразу, то есть в задаче, да, в формулировке задачи. То есть там конкретно, в конкретном месте задачи выявляется точка, и это и есть знание. Там. Или, предположим, в каждой точке пространства можно выделить точку создания, в геометрической причем как бы системе управления. Следовательно, знание изначально
реализации по, в общем-то, системе управления следующего события, это есть знания, которые существуют сами по себе, как бы, то есть Бог изначально создал знания все, получается. И когда мы хотим понять организацию человека, как Бог создавал человека, то есть как он вообще складывал клетки, например, как он создавал события жизни, то здесь вполне можно будет видеть именно по этому пути идя, что он складывал таким образом, что знание следующего уровня физического человека – это есть знание, данное изначально Богом. То есть если мы просмотрим, предположим, ситуацию, как развивается гемоглобин в крови, то мы видим определенную траекторию движения, например, во фракции крови. Там видно, что, например, спиралевидная форма, идущая всегда там в предположим, уровне, то есть если уровень вектора, да, это направлен после того, как мы в центрифугу кладем кровь в одну сторону, то гемоглобин движется обязательно в другую. То есть смысл этого развития в том, что есть функции, заложенные изначально в структуру именно макроразвития, то есть сопротивления. Когда мы переходим к структуре роста организма от не уровня, например, просто сопротивления как такового, потому что центрифуга – это не естественная среда, да, но может быть естественная среда, и гемоглобин может стремиться, в общем-то, в ту же сторону, предположим, против, например, вектора силы тяжести. То есть, хотя сила тяжести – это естественная среда, получается, в гемоглобине существует некая система, в общем-то, реакции. Если мы хотим восстановить гемоглобин или вообще там создать организм здоровым из знания одного уровня движения там, молекулы какой-то в теле, то нам нужно прежде всего знать данную позицию, значит, данной молекулы по отношению ко всему миру. То есть мы должны рассмотреть, как Бог создал данную структуру не только потому, что это есть там часть тела, да, хотя бы это даже клетка или молекула, а что заложено как уровень поведения данной молекулы, то есть почему мы видим какие-то свойства, как мы хотим эти свойства понять. Так вот, форма человека – это есть унификация свойств в форме. Если мы захотим изучить взаимодействие, например, каких-то органов с точки зрения будущего развития человека, то вполне можно сделать какой-то, предположим, эксперимент, там, сосредоточив внимание на правом легком, например, и на сердце, и, значит, засветив уровень будущих событий, мы вполне увидим, как создается, например, кожа, да, изнутри, и как свечение от кожи влияет на события. Но если мы, например, засветим просто конечности человека или там голову, а туловище, скажем, рассмотрим с точки зрения божественного света, то есть как Бог создал и что мы привнесли, то мы разницы не увидим. То есть Бог в теле человека создал один уровень реакции человека на себя. Когда человек смотрит на себя, он и божественное, и свое может видеть в одном спектре, в одном уровне. И, следовательно, унификация зрения, получается, к самому себе, это и есть норма здоровья. То есть когда мы божественный свет фактически как бы разносим, да, по организму как свой, в общем-то, свет, как свое собственное здоровье. Поэтому мы можем таким, в общем-то, даже как тренингом пользоваться для того, чтобы восстанавливать здоровье из простого постулата, как бы посмотреть на себя со стороны, именно приближенной фракции сознания, как бы основной волной сознания, и постараться увидеть свет Бога при этом так, чтобы в более отдаленной фракции сознания это было бы одно явление, то есть один свет. Когда таким тренингом, например, человек пользуется в экстремальных ситуациях, то он явно может спастись даже в каких-то сложных ситуациях. Например, от этого может не взорваться АЭС только от того, что человек освоил это действие. Как следствие АЭС может не взорваться. Следовательно, есть определенные следствия действия человека. Когда мы рассмотрим, например, разумную деятельность человека, направленную на преодоление каких-то элементов развития, ну, как бы негативных, да, самого человека, то получается, что в будущем у человека есть ответы на все вопросы, как преодолеть систему, ну, возможно, отрицательного техногенного развития. И, в общем-то, ответ находится в самой задаче. И когда мы начинаем пользоваться этим механизмом, то видим, что выделение системы ответов опять формирует форму тела человека, но уже близкую к форме тела, и причем физического тела единого Бога.
То есть мы видим, что создание человека идет по принципу аналогичному, то есть Бог создает тело человека всего лишь навсего, создавая систему ответов в своем физическом теле. И видя ответ, человек видит, получается, свет физического тела единого Бога, или свет его души, который является светом всеобщим. Когда мы рассматриваем данный процесс по отношению, например, к себе, мы видим, что выполнение задач Бога – это прежде всего наша, в общем-то, собственная задача, связанная с поиском Его нахождения в плане действия по отношению к нам. То есть мы должны рассмотреть личностный фактор своего действия. Вот выявление личностного фактора в бесконечном уровне информации – это, в общем-то, на самом деле достаточно серьезная и специальная задача. То есть определить структуру своей личности в условиях макровзаимодействия. Ведь Бог создал весь мир практически унифицированным, то есть, в общем-то, даже универсальным с точки зрения различных процессов в данном мире. Человек, когда рассматривает всю информацию, он может видеть достаточно много или там бесконечное множество явлений и найти структуру своей личности, то есть найти и выявить свою задачу, это специальный путь. То есть это, в общем-то, достаточно сильная концентрация как бы внутренней энергии или личностных характеристик волевых человека. Поэтому выявление в волевом уровне как бы своих задач – это есть то, что практически Бог создает в виде некоторого спектра событий. Я специально сказал некоторого, потому что другой, такой же, в общем-то, или близкий спектр создает человек сам. И когда мы рассматриваем, как Бог именно создавал человека с точки зрения решения задач, Он давал ему задачу практически найти собственное решение, в общем-то, того же самого ответа, то есть некий другой путь. Почему все люди разные и у всех разные тела? Потому что человек имеет свободу выбора и право выбрать, например, тот или иной путь. Когда человек получает от Бога путь развития сознанием, его собственного создания, то у человека остается только один вариант – суметь сделать так же. То есть он должен тогда, получается, уметь создать свою собственную структуру. Я имею в виду физическое тело, предположим, в первую очередь можно создать чувственный уровень, который человек уже научился во многом создавать, можно создать, предположим, эмоциональный уровень или уровень интеллектуального управления, который больше исходит от человека. Но когда мы, например, двигаемся уже к Богу в плане приближения, например, в вечном развитии, то видно, что существует в бесконечности некий уровень, который человек не создает своим волевым усилием. Это есть уровень развития духа человека по отношению к Богу. То есть как человек помогает Богу. И видно, что Бог ему, дает фактически то, что он должен делать по отношению именно к духовному развитию. То есть вот этот уровень совершенно четко, в общем-то, критериально состоит в следующем, что в духовном плане Бог всегда дает самостоятельно по отношению к личности человека. Если в физическом плане достаточно понятны многие действия, что связано именно с богоугодным развитием, это созидание, неразрушение. И в духовном плане понятно, что это такая же направленность, но вот в духовном плане ясно, что исходящее от Бога это есть то, что действительно дифференцируется, как, например, оптика божественного, оптика Бога. То есть как нам вообще в оптике, предположим, распознать действие Бога по отношению к нам. Человек идет по улице или же совершает какое-то действие, в чем критерий правоты данного действия по отношению, например, к развитию макроцивилизации. То есть вообще говоря, что он должен сделать здесь, чтобы, предположим, спасти от возможной глобальной катастрофы или локально кого-то или себя. Здесь критерием является интеллект, какие-то внутренние задачи. Так вот, макрозадачи, которые есть у человека перед человечеством, это есть определенный камертон, связанный с присутствием Бога в его личных задачах. То есть спектр, определяющий макрозадачи, это есть присутствие Бога в действии. Вот именно та подвижная точка, которая говорит о том, что как только мы учимся в действии созидать, то мы уже ни от кого не зависим. Мы можем вполне созидать бесконечное время, можем вполне совершать свои, например, личные задачи созидания, и при этом, например, не брать их, например, с уровня
какого-то жестко зафиксированного, да, жестко критериального. Следовательно, совершение добра – это есть свобода, то есть настоящая, реальная свобода. Совершение созидания – это есть полная свобода, в отличие от, например, каких-то других, ну, отрицательных, возможно, там, деструктивных действий, где достаточно жестко сформированы как бы фрагменты отсутствия будущих событий. То есть будущее в деструктивных действиях, оно сжимается, превращается в исходную точку. Точку, которая существует до роста человека, до начала его организации, в принципе, до начала создания человека. И получается, что мы можем вполне определить значит, критерии, значит, да, создания человека как структуры бесконечного роста, исходящего в том числе и из физического тела, и рассматривая возможность бесконечного развития человека в своем физическом теле, мы приходим к тому, что в бесконечном уровне событий одно маленькое физическое тело человека по отношению ко всему внешнему миру вполне возможно быть во всех точках, в общем-то. То есть вполне может быть, что физическое тело человека в бесконечном времени значит, побывает, да, в различных там, метагалактиках и так далее. Этот уровень, он в логике достаточно своеобразный, он дает очень мощный инструмент и механизм саморегенерации, самопознания. То есть представьте, что стоит логическая задача все проявленности физического тела человека. То есть для человека, в том числе физического тела, это значит возможность, ну, например, там, в большей степени присутствовать в любой точке мира. Пусть будет бесконечное время, технологии, через которые можно рассмотреть, в общем-то, возможность и вообще реально реализовать возможность присутствия человека в любой точке мира. Ну, в общем-то, чисто идеальная задача, так скажем. Так вот, в бесконечном времени эта идеальная задача, конечно, может реализовываться при бесконечной жизни человека. Так, отсюда получается, что физическое тело единого Бога, обычное человеческое физическое тело, вполне, значит, является, и, может быть, даже оно, вообще говоря, должно быть обычным физическим телом, для того, чтобы человек понял, что у него, в общем-то, такой же человеческий путь. Когда человек понимает на осознание, он понимает, что, конечно, не обязательно, может быть, перемещаться в любой точке пространства, но именно сделать вечным свое развитие в плане, например, управления по бесконечному уровню развития, это в его силах. То есть духовный уровень управления в данном случае переводится в уровень именно реакции человека на задачу Бога. То есть человеку не обязательно, как я сказал, перемещаться, достаточно сделать эту работу духовно. Так вот, духовное перемещение, духовное присутствие, так как если бы он находился здесь, да, человек, это и есть уровень создания Бога, значит, в своем, в общем-то, восприятии, то есть человек создает Бога в восприятии, и данное восприятие формирует его самого. И когда человек, например, создает Бога, ну, предположим, там, молитвами, обращаясь к Нему в действии, то он просит или там помогает в реализации действий, да, какому-то другому человеку. Так вот, в данной структуре моего учения распространение знаний – это есть обращение к Богу в плане, в общем-то, самопостроения, в плане познания того, как он построен. Тогда получается, что он, в общем-то, знание передает практически мгновенно. Он может передать знания фактически таким образом, что, построив там какую-то часть клетки или там органа, или вылечив заболевание и показав данный путь, а ведь путь от Бога построения человека – это универсальный путь, и получается, что он сразу же передает знания всем, потому что он знает, как его построил Бог. Поэтому, используя данную систему, можно очень быстро научить людей, например, там, самовосстанавливаться, саморегенерироваться. Когда мы говорим о процессах, например, воскрешения, то здесь понятно, что будет воскрешение всех, потому что процесс восстановления, процесс воскрешения – это единый импульс, и если мы рассмотрим его с точки зрения Бога, то он понятен сразу всем. И, следовательно, это системный процесс. Также мы можем рассмотреть процесс, предположим, системного восстановления при любом заболевании и так далее. Отсюда вполне можно рассмотреть следующий статус, в общем-то, развития мира. То есть мир создан для того, чтобы вечно развиваться. Это понятно, если это за аксиому, да, например, взять именно человеческую аксиому. Но следующий аспект развития мира – это приближение мира по отношению к человеку. Например, мы
должны рассмотреть здесь такой процесс. Когда Бог воспринимает мир, то для Него же нет расстояния, для Его физического тела. Что находится там, то находится здесь. Он же все проявлен. Следовательно, получается, человек создан так, что у него также есть механизмы все проявления. То есть, в общем-то, все контроли. Да? Полное развитие личности – это полный контроль, да, за внешней реальностью по созидательным аспектам бытия. Отсюда получается, что когда мы хотим сделать управление, например, идущее от нас, или мы хотим сделать управление, идущее, предположим, к нам со стороны Бога, мы должны прежде всего рассмотреть свой личный путь по отношению к Богу, по отношению к Его физическому телу. И тогда будет понятно, что тот, кто построил нас, тот, кто построил физическое тело человека или его духовную структуру развития, может показывать путь своим личным участием, своим личным присутствием. Поэтому человек может вполне воспринимать физическое тело единого Бога, причем такое, когда именно физическое тело единого Бога и Бог, находящийся, скажем так, в физическом теле человека, показывает своим личным уровнем, что можно сделать и что нужно сделать. Да? Например, Иисус воскресил там, Лазаря и так далее. Когда мы, значит, рассматриваем процесс развития Бога по отношению к человеку, ясно, что Бог создал человека таким, чтобы человек был фактически, в общем-то, имел возможность взаимодействовать с другими людьми. То есть система, можно так сказать, коммуникации. И когда мы, в общем-то, рассматриваем то, что вокруг нас в виде техногенного пути развития, именно как развитие коммуникабельности человека, то здесь вполне ясны законы следующего развития, например, там, интернет-технологий. Для Бога, значит, приближенный элемент мира, в интернет это можно увеличить изображение или иметь доступ, да, в любую среду. Ясно, что для технических систем это также система там, мгновенного передвижения и так далее. То есть получается, что мы вполне можем распознать структуру будущих событий, а по логике это есть основное действие по отношению к Богу. То есть человек точно может определить Бога и найти Его для себя, по крайней мере. Значит, если он знает точно свое будущее, но он должен найти Бога для всех. То есть, когда люди видят Бога с точки зрения всеобщего развития, то мы вполне можем спастись достаточно быстро, если все видят желание и действие Бога по отношению, например, к вечному развитию. А ведь Бог, Он всегда действует только в эту сторону, ибо Он вечен, и Он показывает только вечный путь. У Него нет возможности, например, показывать другое, потому что Он находится в этой системе. То есть Он бы, конечно, мог действовать по-разному, предложим, там, в действии менять структуру слова, да, или действовать от имени любой сущности и действовать мгновенно или там, медленно, но Бог ведь избрал сознательно созидательное действие. Вот обратите внимание, я здесь как раз указал точную достаточно характеристику, в каком конкретном месте видно вот сознание человека. То есть если мы, вот, предложим, от себя смотрим с правой стороны, видна, значит, система информации, где видно, что Бог сам лично избрал созидательный путь развития, то есть это его личное решение. Ведь когда мы рассматриваем свободу именно развития, то получается, что по отношению к Богу эта свобода также проявлена. То есть он, имеющий, например, физическое тело человека, может избрать любой путь, но он избрал навечно только один путь – созидания и макросозидания. И следуя по аналогии с Богом, можно вполне избрать такой же путь, более того, другого пути, в принципе, в бесконечном развитии просто нет. И когда вы рассматриваете вариант, например, отождествления, то есть вариант поиска Бога для себя и для всех, то разница здесь в том, что когда вы находите для себя, вы все равно находите для всех. А найти для себя – это значит определить путь вечности, то есть стать вечным, там, например, выздороветь, суметь нормировать события, не допустить макрокатастрофы и так далее. То есть любая система, в общем-то, духовного развития, я специально здесь такое применю слово как духовное, потому что дух – это есть бесконечная величина, и, следовательно, любое действие бесконечное. А духотворение, то есть получение следующего духовного статуса, это есть то, что вы имеете в виде своего собственного действия. То есть, например, действуя от себя, вы действуете для всех. То есть действие не обязательно должно быть, например, каким-то общим или показано всем, может быть, внутреннее действие, направленное только
на решение исключительно ваших задач. Более того, ваше личное действие – это и есть основное действие. Бог дал каждому личное, то есть действие, направленное на решение вопросов ваших для всех. Это есть некое таинство, да, где вы решаете для всех. Это есть как раз-таки таинство, то есть то, что скрыто в вас. Ведь вы же, например, не конкретно там физически часто помогаете или не какими-то конкретными действиями, но скрытое в вас – это и есть таинство. Почему, например, молитвы и совершаемые, особенно в церкви, это есть таинство, ибо вы выходите все равно ко всем в своих молитвах, давая, например, да, радость жизни окружающим. Когда вы, предположим, действуете, ну, скажем, в социальном статусе, действуя, предположим, в управлении, вы тоже совершаете таинство, и оно не обязательно должно быть объявлено. То есть объявленные системы только те, которые вы хотите объявить. Когда это становится ясным, понятно, что Бог также, например, хотел объявить только то, что Он считал нужным, а есть некое таинство по отношению к человеку и у Бога. И получается, что не все события Бога можно распознать сразу. Отсюда получается, чтобы распознать внутренние события, это, ну, по аналогии, например, с человеком, когда вы долго знаете человека и можете сказать, к чему может быть обращен его взор или его желание, то ясно, что ему можно как-то помочь. То есть по аналогии с Богом как бы где-то создать для него реальность, да? Создать что-то, что привнесет в его личность определенную структуру или даже физически вылечить. То есть в чем-то где-то применим термин такой, как создать, да? Его, например, там, ситуацию. Поэтому получается, что если мы имеем, предположим, управление, идущее от вас по отношению к другому человеку, мы вполне можем, ну, как бы догадываться о том, что есть некое таинство у другого человека, и он вот выявлен там-то и там-то. Но по отношению к Богу это тогда сначала нужно его узнать. То есть тогда только мы можем пойти по этому пути. А какой еще другой путь? Ну, предположим, есть путь информации и так далее, но дело в том, что Бог создал всех независимыми, и если человек не хочет, к нему доступа практически нет ни у кого, кроме Бога. И поэтому получается, что мы здесь имеем только один вариант развития, получается, да, к пониманию некоторых истинных, да, мотивов действия Бога, когда мы хотим в действии кого-то спасти, и причем сразу для всех. Вот это действие, оно универсально для всех, ибо оно Божие действие. Когда вы начинаете данное действие рассматривать как действие, например, собственное, то вы видите присутствие Бога рядом с вами. То есть где здесь Бог был с вами, это видно совершенно четко и отчетливо. Понятно, что Бог всегда с вами с точки зрения, ну, как бы логики, да, мира. Но когда Бог лично проявлен, и когда Он здесь, это можно увидеть своими глазами. Когда вы это видите своими глазами, вы совершаете то, что, в принципе, вообще говоря, может тогда делать Бог по данной задаче. Если вы, например, делаете, в общем-то, какую-то задачу, ну, предположим, очень быстро, или вы хотите сделать ее, например, там, медленнее, сознательно, да, регулируете скорость решения задачи, то вы входите в структуру, где есть ваше человеческое право, ваше человеческое влияние, ибо для Бога все практически мгновенно может быть. Он может воспринимать везде и сразу. Он есть везде. Для него нет понятия, вот, предложим, быстро или медленно, да, с определенной точки зрения человеческого познания. Когда вы начинаете входить как бы в человеческий уровень, то ясно, что основные задачи вы должны делать лучше всего сразу, то есть искренне, действуя искренне и в общем-то, прямо. А искренность и прямота очень четко и однозначно проявлены именно в макроспасении. И вот поэтому, значит, когда я говорю о том, как Бог создал человека с точки зрения человеческого сознания, здесь ясно, что именно через искренность и прямоту человека в макроспасении, там человек всегда именно в том ракурсе, что он видит в том числе и таинство Бога по отношению к Нему самому. Он понимает Его личное обращение. Это и есть таинство, обращение Бога к человеку. И когда вы, значит, начинаете это видеть, ваши вопросы часто решаются как бы сами собой. То есть от присутствия Бога. Вы здесь, ну, как бы сами, как будто бы
и ничего не делать, но и не все вопросы должны решаться через некое напряжение, через некое, например, там, какое-то усиленное действие. Поэтому в качестве управления я предлагаю сейчас сделать следующий уровень. Я буду работать вместе с вами. Ваши личные задачи, но решите их, естественно, через присутствие Бога. То есть Бог здесь, и вы можете решить путем макроспасения. То есть сделайте просто макроспасение, и ваши задачи решатся. Я работаю вместе с вами. Вы, когда решаете, например, текущие задачи, не обязательно их решать, например, срочно, да, но вы можете их решать для других. То есть, обратите внимание, есть техника решения своей задачи для других. Не обязательно выходить на структуру своей собственной личности, ведь вы часто решаете, например, для Бога задачи, да, задачи там, созидания или, например, там, вечного развития. Так вот, когда все люди решают задачи для Бога, для Его целей в плане вечного развития, то они, получается, решают для себя. В оптике это очень понятно. Если вы решаете свои задачи для кого-то, отраженный свет попадает на вас, и вы получаете решение своей задачи. Получается, что вы имеете всегда один только путь действия по отношению к другому, то есть помощь другому, помощь близкому. Например, если мы рассматриваем структуру развития человека, то любовь к близкому – это есть единственный путь реализации мира, вот именно как бы в бесконечном развитии, потому как любовь – это точная координата, и там есть путь Бога, путь уже, который пройден Богом. Поэтому, когда мы рассматриваем структуру любви по отношению, например, к миру, это и есть система управления, данная Богом, ибо в каждом предмете, в каждом элементе реальности действие, направленное от любви к Богу, это и есть действие правильное и действие созидательное. То есть стоит только рассмотреть, где есть любовь к Богу от любого предмета информации, от любого элемента мира, и мы видим, вообще говоря, по сути, весь мир. Когда вы рассматриваете, ну, казалось бы, достаточно отвлеченные предметы мира, например, камень, дерево или животное, пусть там небо, например, да, казалось бы, совершенно разные понятия, то стоит только вывести уровень человека, именно показать форму человека, показать его статус, его там, значимость для Бога, все эти явления выравниваются в ту среду, в которой сейчас мы находимся. То есть, ну, похоже на некий как бы калейдоскоп. Есть ряд реструктурированных, возможно, разбросанных, так можно представить, событий, и стоит только появиться человеку, все приобретает именно ту форму, которая существует сейчас. И поэтому получается, что вся структура мира – это есть то, что находится вокруг человека. То есть человек уже является управляющим уровнем. Если, конечно, мы рассмотрим то, что каждый элемент реальности тоже взаимодействует с любым другим элементом, и как бы опорные точки управления также находятся на этом элементе, но возьмите какой-то камень, вы можете подойти и взять, да, данный камень, и система управления переместится. Также, конечно, можно, в общем-то, рассмотреть любое другое действие. Отличие же человека в том, что человек понимает, где есть Бог. Когда вы видите эту структуру разницы, то отличие точно такое же, примерно, в общем-то, можно так сказать, все-таки в большой степени, но именно точно такое же по структуре духовного познания, по структуре духа, как человек, идущий к Богу, но тем не менее Бог, Он и есть Бог, то есть Он дает, в общем-то, путь свой собственный, но при этом Он и создает всю реальность, то любой другой элемент реальности, он по отношению к человеку находится на таком же уровне. Другие элементы, вообще говоря, должны развиваться в сторону развития человека, то есть быть, да, сонаправленными. И получается, что в данном случае человек обладает свойством влияния на любой элемент. То есть
если даже где-то нарушились гравитационные параметры, какая-то планета, предположим, там летит в сторону Земли, то можно через форму человека вывести управление, зафиксировать планету, то есть как бы укрепить позиции гравитации. То есть человек способен по логике это сделать, в общем-то, элементарно на уровне даже тренинга. То, о чем я сказал, можно сделать на уровне там, тренинга, поставив какие-то структуру управления, там, например, просто перед собой и сделав управление от очень, там, скажем, небольшого размера физического к большому. Когда вы, например, то же самое делаете по отношению, предположим, к восстановлению органов, то ясно, что ведь восстановление, например, органа при какой-то болезни, это есть восстановление в том числе на клеточном уровне. То есть вы же делаете эту работу фактически постоянно. То есть у вас есть в организме такие системы, которые позволяют вам вполне реконструировать какие-то процессы жизнедеятельности, строить события будущего. И получается вот опознание, то есть узнавание, в общем-то, этих процессов, это есть уровень, который как раз-таки напрямую, совершенно однозначно, он вплотную связан с тем, как вас создал Бог. То есть когда вы это видите, вы видите правильно с точки зрения человека, ибо создание Божие, сделанное Богом, это есть правильная реакция на бесконечное развитие. Я здесь имею в виду, конечно, с точки зрения бесконечного развития, ибо каждый вправе, например, иметь другую точку зрения, но, как я уже сказал, вечный Бог все-таки создал бесконечный уровень развития. Когда мы смотрим на бесконечность, то прежде всего, конечно, возникают вопросы нашей собственной души, как бесконечной структуры. То есть воспитание или формирование структуры души направлены на именно вечное развитие. А это значит опять те же самые принципы «не убий», общесозидательные принципы и так далее. Когда вы рассматриваете структуру, отождествленную именно с душой человека, то вы видите, что для восстановления, например, своего физического тела вам нужно прежде всего рассмотреть свой собственный статус как бы личной воли. Вот зачем вы делаете какое-то действие с точки зрения вашей души и души Бога? Когда вы так вопрос ставите, то душа Бога становится сразу видна. Вот обратите внимание, есть элемент в этом мире, в управлении, можно так назвать, хотя это больше уже всеобщее как бы макроуправление, осознанное вами, что душа ваша, как только ставит вопрос, она сразу видит душу Бога. И более того, учитывая, что душа Бога обладает свойством присутствия физического тела, Бога в области, где вы видите душу Бога, вы можете вполне выявить и физическое тело, то есть увидеть физическое тело Бога, а тогда вы видите реальность, всю реальность, в олицетворенном в человеческом качестве. Также и Бог создал человека, Он создал так, чтобы один человек олицетворял всю реальность, то есть все системы связи. И действительно так, живущий человек на Земле, это говорит о том, что, по крайней мере, цивилизация не уничтожена, то есть люди не создали макросистемы уничтожения и так далее. То есть мы можем вполне говорить о том, что надо очень бережно относиться к любому человеку, как-то его максимально защищать, хранить все его классические устои, которые позволяли ему долго жить, например, фундаментальные религиозные направления, как-то развивать им, способствовать для того, чтобы человек в своей нише именно привычного, что ли, проживания был таким, чтобы он не был разрушаем, по крайней мере, потому что уже есть среда, которая позволила жить нормально. Другой вопрос, что если многие научились саморегенерации и умеют самоостанавливаться, но здесь стоит опять же задача, если хотя бы один не научился, все равно задачи цивилизации те же самые. То есть Бог создал для всех равный мир. Поэтому одним из критериев создания мира все-таки от Бога это есть человек равный другому, то есть человек, который в том числе стремится к Богу, может быть по-разному, но он должен быть равен другому, то есть он должен уметь делать то же самое. То есть поэтому я и ставлю задачу именно обучения всех технологиям прямого управления. То есть каждый имеет право спастись, то есть не быть взорванным вместе с планетой, предположим, имеет право быть здоровым и так далее. Поэтому здесь, исходя из правовой, что ли, получается, нормы с точки зрения создания человека Богом, мы вполне можем, изучив процесс создания, например, я когда делаю какое-то управление, связанное с решением каких-то критических ситуаций,
то здесь, как правило, вот, в общем-то, возможности выбора от личностного фактора особого нет. То есть есть некая критическая ситуация, надо обязательно сделать управление и обязательно сделать так, чтобы, особенно в макро случае, чтобы не было, да, какого-то глобального там уничтожения. Здесь есть критерии, когда нет понятия такого, как там, выбирать, там, делать или не делать. Человек обязательно это должен делать. То есть он, в принципе, он это даже делает всегда. Другой вопрос, можно технологически это усилить или там как-то, например, сделать это так, чтобы было, в общем, в будущем возможность была как бы технологически это оформить или в виде методики некой, да, для передачи более такого как бы уровня, ну, сосредоточенного, что ли, знаний, когда вот концентрированные знания даются другим людям. Но ведь Бог создал всех на равном уровне. Единожды проявленное знание, оно становится всеобщим, как только данное знание достигло именно макроспасения. И когда вы это понимаете, вы видите, что Бог также создал человека равным по макроспасению, по фактически действию Бога. То есть Он дал те же системы спасения, которые Он имеет сам. И здесь есть полное отождествление Бога и человека. То есть есть в создании человека уровень, где Бог совершенно отождествлен. Совершенно ясно на логике, что это место должно быть. Там, ну, где человек создавался, ну, как бы некая платформа, да, откуда он начинал свой рост, может быть, даже платформа несколько связанная больше с разумом самого человека, который строит, или, например, человека, который строит реальность, то данная вот эта платформа, это как бы форма разума, это есть вечное развитие, заложенное в технологиях. То есть, если вы хотите получить технологию, например, вечного развития, то достаточно, получается, рассмотреть свойства вашего собственного разума, решать какие-то задачи. То есть, достаточно проанализировать, что в каких-то случаях вы делаете и как самостоятельно, и путем как бы внешнего контроля, но контроля такого, как делает это Бог, который вас создал, то есть именно перейти на эту точку зрения, вы увидите, что ваш разум решает практически любые задачи в макроспасении. Главное, эту структуру надо найти и как бы зафиксировать. Она должна быть, в первую очередь, вот первый опознавательный признак, она должна быть достаточно простой, или как бы даже сказать крайне простой. То есть первый принцип опознания того, что вы идете по правильному пути, с точки зрения такой диагностики, это очень просто с точки зрения диагностики со стороны сердца. Второй уровень – это очень, ну, как бы многосложная система с точки зрения того, если это делает Бог. Бог всегда делает во всепроявленной системе, следовательно, это максимально сложно по отношению, да, к вашему разовому действию. И получается, что когда вы совмещаете на духе как бы простое, казалось бы, да, действие диагностическое с макроуровнем, вы получаете опять отождествление на уровне души, духа, сознания, вы получаете макросложное тело человека, именно физическое тело. То есть, значит, возможность простого познания физического тела и действия Бога по отношению к физическому телу – это и есть ваш собственный путь по духовному познанию своего тела. Когда вы начинаете, ну, в общем-то, работать таким инструментом, практически он как диагностический инструмент, потому что управление больше происходит на уровне души, то есть роста души, структурирования вашей души. И когда вы увидите, что вы можете структурировать свою собственную душу именно в бесконечное развитие, то вполне здесь становится доступным инструмент, которым Бог вас создавал. Я специально вывел, ну, как бы достаточно, что ли, быстрой такой системе терминологической, систему создания, и, в общем-то, несколько даже дискретно на нее перескочил, потому что задача создания, то есть чем Бог создавал человека, это специальный аспект знания. Ясно, что есть понятие души, например, да, тела, там, сознания, духа, и, в общем-то, много понятий, но здесь мы рассмотрим, прежде всего, аспект личности. Ведь физическое тело человека и физическое тело единого Бога – это подобные совершенно тела. В общем-то, физическое тело единого Бога, кроме возможности всеобщего управления и возможности именно единого Бога, оно не отличается. Поэтому получается, что создание происходит практически, по сути, с точки зрения физического
тело своей собственной формой, то есть Бог зафиксировал свою собственную форму, и эта форма приобрела вид бесконечного развития в виде человека. Но Бог не отстраняет себя от человека, Он считает, что человек – это, по сути, самоценен, самобытен и самоизначален. То есть нельзя сказать, что Он его создал, и как будто бы Он именно руководит путем давления. На самом деле совсем не так. Бог же создал совершенно свободными системы развития человека. То есть человек может развиваться не техногенно, например, может не создавать ядерные бомбы, но может, в принципе, и создавать. Поэтому, когда мы исходим из того, что создание человека для Бога – это есть первичный акт его собственной воли, то мы видим, что все-таки для человека это есть понимание того, что Бог с ним беседует на равных фактически в плане вечного развития. То есть Бог его не экранирует, и Он не говорит, что он должен, например, очень много познать, или его знания должны быть такие, что он должен там бесконечное время познавать. Нет, Бог говорит ему, что он может познать быстро, может быть, даже мгновенно, но просто надо открыть свою собственную личность по отношению к истинным задачам Бога. То есть увидеть их, этот свет, он достаточно сильный, свет Бога, он, в общем-то, максимально яркий, и когда вы его видите, вы видите, что он вас создает, кроме того, что своей собственной формой человека, ведь форма его – это и есть тоже создание. Он создает также и практически светом своей собственной души, то есть своим собственным светом, тем светом, который он создает сам. Следовательно, получается, что он создает одновременно и себя, и вас. И когда вы смотрите на эту структуру реальности, то понимаете, что основной уровень реальности, который именно направлен на структуру создания, в общем-то, человека, это уровень, в общем-то, всеобщего действия, и более того, это уровень по логике действия спасения, именно того действия, когда человек видит, что он сонаправлен с Богом, и он создается одновременно, то есть есть некий свет на уровне оптики, это золотистое свечение, когда вы его видите, вы видите, как люди создаются в той реальности, они создаются в своих делах, в своих действиях, то есть для Бога, с точки зрения Бога, это есть действие, и с точки зрения человека тоже действие. То есть в деле и в действии вечного развития, вечной жизни, в общем, даже в элементарном действии, но там есть уровень понимания этого, направленный именно к человеку понимание, ибо Бог все знает. Здесь совершенно четко видно, что человек создается там именно событийным будущим действием, то есть как бы практически идеологией вечного развития по отношению к человеку и к Богу. То есть взаимодействие Бога и человека – это есть также конструктивно познаваемый характер. Это говорит о том, что человек может познать действие Бога. И когда вы видите структуру таким образом, как я сейчас показал, то видно, что можно даже посмотреть, как Бог создает мир, как Бог создает свою собственную реальность, и тогда видно, что знание существует не только смотреть, как Бог создает человека с точки зрения, например, человека, но можно посмотреть, как Бог создает себя с точки зрения человека. И сравнение этих двух уровней дает еще более сильный уровень знаний, который приводит к тому, что вы очень четко можете видеть, как вообще создается конкретный орган. То есть откуда начинает создаваться, например, там печень, как функционирует кровь, и почему именно таким образом устроен человек с точки зрения бесконечных задач. В чем статус бесконечности, например, физических органов человека. Когда вы данный процесс рассматриваете, то вполне ясно, что место в мире, вот, вашему познанию, это есть ваш собственный уровень бесконечности. И когда вы данный уровень бесконечности познаете, то вам становится счастливо, в общем-то, радостно жить. Вы видите, что радость – это есть непременный атрибут человеческого статуса, то есть человеческого сознания. Когда вы к нему приходите, то вы создаете через радость. Когда вы научитесь создавать через радость, ясно, что жизнь приобретает оттенки вечности, ибо радость – это есть проявление вечности, но в человечном понимании со стороны Бога. Когда вы это видите, то ясно, какая может быть радость, если где-то разрушение. Да? Ясно, что надо ликвидировать даже, может быть, малейшая система разрушения. Что относится к восстановлению вашего собственного организма, предположим, восстановлению других людей, и по возможности как можно больше, в общем-то,
работы нужно проявлять по отношению все-таки к макроспасению, то есть к возможности сделать макроуправление, например, через структуру, предположим, собственного осознания реальности. Вот вы осознали реальность так, как это следует, и произошло макроуправление, то есть все спасены. Когда вы делаете такое действие через состояние радости, через состояние, например, целевого уровня, да, вечного развития, пусть даже логического, ясно, что вот 100% там, в следующую секунду или, там, может быть, в следующий век не будет там, взрыва АЭС, а может быть через 50 лет уже и АЭС тогда не стать. То есть вот этот процесс управления, он связан с тем, что ваше естественное состояние от понимания вашего собственного уровня создания, это и есть уровень божественного пути развития, пути изначально данным вам Богом. Когда вы этот путь рассматриваете, вы видите свой личный путь и путь Бога в сторону бесконечного плана развития. И тогда вы решаете свои задачи часто достаточно просто и, в общем-то, быстро. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо вам большое за внимание.